Здравствуйте, это Vivo Telecom, и мы сегодня представим вам радиостанции аналога цифровые от компании Retevis. Называется модель RT81. Она может работать в DMR режиме и в аналоге. Мощность у нее до 10 Вт заявлена. Влагозащита IP67. Вот сегодня будет первый по данной станции обзор. Мы проверим характеристики, расскажем о комплектации и о программном обеспечении. Также планируем еще и снять тест дальности связи в городских условиях, но это будет уже другой ролик. Ну а сейчас тогда начнем с комплектации сначала. Так, для начала хочу поблагодарить компанию Retevis и российское представительство за предоставленные образцы данных радиостанций. По комплектности поставки поставляется станция вот в такой картонной коробке. В комплекте, естественно, идет одна штука. Идет заглушка аксессуарного разъема, документация. Так, сетевой адаптер. Вот с таким цилиндрическим коннектором. Так, 12 вольт у него выходное напряжение и 500 миллиампер ток максимальный. Идет ремень на руку, клипса с металлическим крепежом, такая длинная. И идет стакан зарядного устройства. На входе 12 вольт, соответственно. Поэтому можно будет подключить сюда адаптер с прикуривателя автомобиля. Так, антенна идет на 400-480 мегагерц. SMA вилка на ней. Сейчас мы характеристики ее снимем, еще не проверяли. Так, и идет в комплекте батарея литий-ионная. Емкость у нее 2200 мАч. Выходное напряжение 7,4 вольта. Называется батарея BL81. Все, переходим тогда к конструкции станции. Конструктив радиостанции. Сверху у нас расположен антенный разъем SMA розетка, переключатель каналов, регулятор громкости и включения, индикатор работы. Так, аксессуарный разъем у нас совместим с радиостанциями Kenwood. Закрывается он крышкой с резиновым уплотнением для того, чтобы обеспечить влагозащиту IP67. Так, ни дисплея, ни клавиатуры, естественно, нет, поэтому все программируется с персонального компьютера. Будет отдельная вставка по программному обеспечению. Кнопка PTT пластиковая и две программируемые клавиши, в том числе и клавишу с кнопкой мониторинга тоже можно переназначить в программном обеспечении. Крепеж аккумулятора с откидной фиксацией. Ничего не люфтит. Есть, естественно, резиновый уплотнитель по или вокруг контактов аккумулятора, чтобы обеспечить влагозащиту IP67. Давайте я при вас поставлю. Аккумулятор зафиксирую. Вот здесь вот есть небольшая щель, но она на влагозащиту, естественно, не повлияет, потому что плотно стоит и резиновый фиксатор будет защищать от проникновения влаги. Так, давайте кратко коснемся управления радиостанцией. Включается она классическим образом поворотом регулятора громкости. Засекайте время загрузки, так как станция цифровая, некоторые станции грузятся очень долго. Посмотрим, как Retevis данной модели. Power on. What? Ну, то есть загрузка фактически моментально. Есть голосовое озвучивание Two. на английском языке. What?
Так, теперь по поводу кнопок. Кнопки все переназначаются в программном обеспечении. Соответственно, список можно будет посмотреть во вставке про ПО именно. Power. Low. Мы назначили на нижнюю кнопку переключения мощности. Power. High. Ну все, на этом в принципе станция профессиональная, поэтому с управлением тут все понятно. Переходим к измерению мощности. Так, проверяем выходную мощность. Мощность высокая, канал аналоговый. Так, все у нас, вся шкала 10 Вт будет. Риски сверху над этой шкалой. Нажимаю на передачу. Так, 6,7 Ватта на большой мощности. Power. Low. И 4 Ватта на низкой мощности. Аккумулятор полностью заряжен. Так, показываю программу. Называется она RT81V, версия 1.00. Так, смотрите, давайте начнем тогда с основных установок, что здесь есть. Выбирается уровень шумоподавителя. Сейчас мы поставим его на минимум тогда. Так, по умолчанию стоит режим сохранения батареи. После 5 секунд он включается и 1 к 2 сохранения. Так, выбор зоны. Есть Roger Bip, кстати. Так, ну и есть Vox встроенный. По поводу кнопок теперь давайте посмотрим. То есть обе кнопки можно переназначить, в том числе с символом M. И выбор у нас следующий. Выбор мощности, сканирование, репитер, либо прямой режим. Так, переключение зон, вызов одной кнопкой, Vox, аналоговый монитор, тон, передача и, я так понимаю, это подтверждение мощности. Так, вызов одной кнопкой здесь назначается. Дальше, по умолчанию, вот то, что в станции приходит с завода, то есть есть цифровые и аналоговые каналы. 16 каналов запрограммировано в первой зоне, и она по умолчанию включается. И во второй зоне все каналы цифровые. Тоже можете понаблюдать частоты. Теперь, какие настройки есть в каждом канале. Это вот цифровой, да, канал. Соответственно, работа либо в прямом режиме, либо через ретранслятор, либо есть возможность работать сразу в двух слотах. Ну, то есть она автоматически будет определять, в каком слоте ведется передача, и будет вставать именно этим слотом. Так, разрешение передачи. По поводу шифрования, да, в ней шифрование есть. Есть два расширенных режима и нормальный режим. Но расширенные режимы — это шифрование не только передаваемого голоса или данных, но и параметры сигнала, то есть тайм-слоты, название группы передачи, название группы приема будет шифроваться. Так, ну и выбираются, соответственно, ключи, какие здесь. Так, и ключи сами можно выставить самостоятельно в 16-ричном формате, 10 символов, то есть больше, как видите, не набирается. Соответственно, 40-битные ключи здесь выбираются по умолчанию в программе. 10 различных ключей можно назначить. Так, ну, в общем-то и все. Аналоговый канал давайте я вам еще покажу, какие настройки есть. Но тут все еще проще. То есть выбирается ширина канала, частота, поднесущие, цифровые, либо аналоговые, и разрешение на передачу. Мощность, кстати, выбирается только два уровня, высокая или низкая. Все с программой, тогда закончим на этом. Так, давайте будем проверять тогда потребление, токи. В выключенном состоянии станция потребляет 43 миллиампера.
Поэтому, если на длительное время будете оставлять, то лучше аккумулятор тогда снимать, чтобы станция не разрядила его, в глубокий разряд не ввела. Так, давайте я включаю тогда питание, смотрим, сколько станция будет потреблять в дежурном Power режиме. on. 1. Так, это у нас сейчас канал аналоговый. Режим сохранения батареи по умолчанию включен в программе. Поэтому смотрим. Давайте я поставлю, наверное, 2 ампера сразу, чтобы у нас стрелка не дергалась, и смотрим статистику. Сейчас явно режим сохранения энергии уже включился. Давайте выждем сейчас 60 сэмплов и поймем потребление станции тогда в дежурном режиме. Но в принципе я уже вижу, что станция потребляет не очень много, и это хорошо. То есть, когда приемник включается на проверку сигнала на канале, потребляет он 60 миллиампер. Когда же включается режим сохранения энергии, видите, до 40 миллиампер падает потребление. Так, ну вот, выждали мы 60 сэмплов и получили 50 миллиампер в режиме ожидания. Это у нас режим аналоговый. Давайте переключаемся тогда в цифровой. 2. Сейчас режим сохранения также включится, и мы узнаем потребление в DMR режиме. Так вот, уже заметьте, потребление упало, но в цифровом режиме станция потребляет, видимо, чуть выше. Давайте я еще раз скину, чтобы уже точно был режим сохранения энергии включен. Но нет, скорее всего, примерно такое же будет потребление все-таки. Сейчас в районе 50 пока миллиампер и идет. Так, прошло 60 сэмплов. Да, потребление остается неизменным и в цифровом режиме тоже 49 миллиампер. Ну, да, 50 миллиампер также. Так, теперь будем проверять в режиме 1. приема на полной громкости. Смотрим. Принимаем на радиостанцию Retevis RT81 в аналоговом режиме на полной громкости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, в режиме полной громкости на приеме станция потребляет 279 миллиампер. Это аналоговый режим. Так, ну и давайте будем смотреть, сколько она потребляет у нас в режиме передачи. Так, давайте я даже 10 ампер возьму. Тогда предел. И включаем передачу. Так, 2 ампера и 275 тысячных. Так, давайте узнаем тогда, сколько станция будет работать в цикле 5-5-90. 5% передача, 5% прием на полной громкости и 90% режим ожидания. Так, 50 миллиампер она у нас потребляет в дежурном режиме, 279 миллиампер на полной громкости, 2275 миллиампер передача
на высокой мощности. И емкость аккумулятора мы возьмем 2200. Смысла не доверять Ретевису у нас нет. И по внешнему виду, в принципе, батарея, скорее всего, соответствует емкости заявленной. И в предыдущих обзорах мы Ретевиса никогда не замечали во вранье именно в емкости батареи, поэтому используем 2200. В итоге получаем в цикле 5590 станция в аналоговом режиме работает 40 часов ровно. В принципе, для цифровой станции более-менее результат средний. В цифре, если вы будете работать на передачу, можно сэкономить какую-то часть работы батареи, потому что станция будет работать тайм-слотами, соответственно, на передачу она будет потреблять меньше, чем в аналоговом режиме. Но понятное дело, что обычно станция работает только в дежурном режиме, поэтому сильной экономии здесь в любом случае не получится. Переходим к измерению чувствительности. Так, давайте измерим чувствительность тогда на частоте 434 МГц. Середина диапазона, как мы обычно делаем. Амплитуда сейчас минус 127 dBm. Аналоговый режим, частотная модуляция. Включена уже у нас высокочастотный выход включен и модуляция FM включена. Давайте я тогда увеличиваю амплитуду и смотрим, когда станция откроется, шумоподавитель стоит на единице, запрограммировано, то есть именно единичка, минимальный уровень. Сигнал уже хорошо различим. Здесь вот он уже становится совсем чистый. Ну, минус 125. Минус 125 dBm. Отличная чувствительность у приемника. Так, теперь давайте замерим избирательность по соседнему каналу. На 10 кГц мы помехой будем отступать. Напоминаю, что шумоподавитель на единичке стоит. Я думаю, естественно, что станция построена на чипе прямого преобразования, поэтому сильно надеяться на хорошую избирательность не приходится. По некоторым уже моментам я это и так знаю, но сейчас посмотрим. То есть с минус 125 dBm начинаем тогда помеху увеличивать, отстоящую на 10 кГц. Смотрим, когда шумодав откроется от такой помехи, ну то есть от такой амплитуды помехи. Смотрим. Ну вот, он уже, приемник, открылся. Минус 96, да, он открывается у нас. Да, минус 96. То есть 25 и 4, 29 единиц у нас получается при 10 кГц. Давайте сейчас отступим тогда помехой на 15 кГц и также замерим, на какой амплитуде откроется. Минус 73, да, 27 и 25, 52 единицы на 15 кГц. Но понятное дело, что вы будете работать, скорее всего, в данной конфигурации станции в цифровом режиме, поэтому избирательность по соседнему каналу в аналоге не особо актуальна, потому что, естественно, вы такую станцию, покупая, будете работать в DMR, поэтому здесь и не стоит сильно обращать внимание именно на аналоговый режим. Так, давайте тогда я продемонстрирую прием станции в аналоге, в цифре сначала в аналоге.
громкость ставим на полную и заодно измерим громкость динамика. Так, фиксирую максимальную громкость. Смотрим. Принимаем на радиостанцию Ретевис РТ-81 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь в цифровом режиме то же самое проделаем. Так, фиксируем. Принимаем на радиостанцию Ретевис РТ-81 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, по поводу задержки, кстати, да, есть небольшая задержка при передаче, буквально, ну, наверное, по 0,1 секунды примерно. То есть, давайте тут попробуем продемонстрировать вам. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Передаем с радиостанции Ретевис РТ-81 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрите, штатная антенна у нас настроена довольно неплохо. На 418 МГц она имеет минимальный КСВ, и КСВ здесь равен 1,71 единицы. Так, до 470 КСВ не превышает тройки, и в нижнем диапазоне до тройки она также до 378 МГц работает. Но то есть во всем диапазоне 400 МГц антенна рабочая. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанции Ретевис РТ-81. Начнем с недостатков, как обычно. Мы заметили, что две программы существуют на версию VHF и UHF. Но это не недостаток, а особенность. То есть имейте в виду, что станция читаться будет, но частоты в ней задаваться не будут, если вы скачаете другую программу. То есть есть V-программа и U-программа, то есть для 400 МГц и для 136-174. Дальше по недостаткам: нет аналогового скрэмблера в аналоговом режиме, соответственно, хотелось бы это иметь, но с другой стороны станция цифровая, поэтому явно вы будете работать именно в цифре, поэтому здесь аналоговому режиму и не уделено особое внимание, поэтому следующий недостаток также будет связан с аналоговым режимом, это низкая избирательность по соседнему каналу. 29 единиц маловато при смещении 10 кГц, поэтому рекомендуем все-таки, если уж эту станцию берете, то тогда используйте цифровой режим DMR. Дальше, назначение кнопок в программе хотелось бы побольше выбора, потому что, допустим, повесить регулировку порога шумоподавителя нельзя. Соответственно, только через программу вы можете это регулировать, но хотя это во многих китайских станциях так и сделано. Далее, ну и выходную мощность. Мы на полностью заряженном аккумуляторе получили выходную мощность в высоком режиме 6,7 Вт. И в низком, кстати, заявлено в документации 1 Вт, а на самом деле 4 Вт в низком режиме мощность. Так, теперь по поводу преимуществ. В общем, неплохая антенна идет в комплекте. Вот это на 418 у нее минимальный КСВ. Неплохая громкость динамика, неплохая чувствительность приема передатчика. Но это все мы про эффективность антенны и про чувствительность узнаем в тесте городском. Посмотрим, как они, эти две станции, отработают. У нас как раз Ретевис прислал пару станций, поэтому мы протестируем обязательно. Не обещаю, что это будет в ближайшее время, потому что надо накопить какую-то базу станций, чтобы не тратить время только на одну пару. Поэтому пособираем и проверим потом. Далее, из преимуществ еще 40-битное шифрование станция поддерживает без дополнительных лицензий, то есть в цифре вы можете поставить этот ключик
10-символьный. Ну и влагозащита тоже никаких проблем мы не видим. Я думаю, что она будет соответствовать. Топить пока станцию не будем, потому что мы не тестировали еще в городе, поэтому не хотелось бы вывести ее из строя заранее, поэтому поверим производителю на слово. Ну и по внешнему виду, в принципе, нигде никаких люфтов нет, везде стоят резинки, поэтому я думаю, что погружение она выдержит. Тем более, что другие станции мы проверяли. Вот, например, RB648, по-моему, станция называется, которая в ПМАРе, она выдержала погружение без проблем, работает до сих пор. Кстати, аккумулятор уже с полгода, наверное, стоит, а до сих пор заряжен, хотя мы несколько раз ее использовали. То есть тоже саморазряда у аккумулятора нет, что хорошо. Но, в общем, в целом, да, если говорить о станции, неплохая модель. Кому нужна бюджетная станция и которая бы работала в цифровом режиме DMR, то вполне приемлемый вариант. На этом тогда закончим. В общем-то, все мы, по-моему, рассказали. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.